Всем привет! Сегодня я готовлю очередной хлеб на закваске и делюсь с вами рецептом. Этот рецепт, я думаю, особенно оценят те, у кого духовка не нагревается до более высоких температур, потому что выпекать мы этот хлеб будем при температуре всего лишь 230 градусов по Цельсию. Все ингредиенты вы сейчас видите на экране, и также они всегда есть в описании под видео. Для этого рецепта нам понадобится 225 мл воды, я воду обычно беру сырую, фильтрованную. Температура дома сейчас у меня 23 градуса по Цельсию или 74 почти по Фаренгейту, поэтому воду я беру немного чуть теплую, температура воды примерно 25-26 градусов по Цельсию или около 78 по Фаренгейту. Сразу в воду добавляем муку, нам здесь понадобится белая мука общего назначения, здесь у меня 250 грамм. Процент белка в этой муке 11,7. Также понадобится для этого рецепта 50 грамм цельнозерновой муки, здесь у меня белок 14%. Сразу скажу, что для получения хорошего результата, как в рецепте, рецепту важно следовать один в один, поэтому весы для приготовления хлеба необходимы. Замешиваем тесто просто вилкой. Как вы заметили, закваску мы еще не добавляли. Это так и должно быть, я про нее не забыла. В этом рецепте она добавляется несколько позднее. Замешиваем тесто руками. Тесто получается очень влажное. Это тесто у нас с влажностью 75%, оно мокроватое. Немножко прилипает к рукам и вот так тянется. Еще раз напомню, что здесь сейчас у меня в этом тесте только мука и вода. Сформировали комочек и закрываем его крышкой и оставим это тесто полежать 2 часа. Пара слов про закваску. Свою закваску я покормила сегодня рано утром, и она уже поднялась. Но тесто у нас еще стоит и не готово для введения закваски. Поэтому закваску я сейчас еще раз покормлю и оставлю ее на вторичный подъем. Эту закваску я вывела по методу без весов и без выбрасывания. Пользуюсь ей уже давно, она очень активная, ароматная и хорошая. Кормлю всегда я всю банку, и это вся закваска, которая у меня имеется в холодильнике. Баночка небольшая, я ее кормлю постоянно в одной банке, ничего не выбрасываю, не выкидываю. И стараюсь кормить ее небольшими порциями. На данный момент я ее покормлю 1 столовой небольшой ложкой с горкой муки и добавлю полную столовую ложку воды комнатной температуры. Закваску нужно всегда хорошенечко перемешивать, так чтобы она обогатилась воздухом, так она лучше себя чувствует и более активно поднимается. Поднимаем резиночку, чтобы понять, насколько у нас поднимается закваска, накрываем ее крышкой и убираем на подъем. За 2 часа она у меня тоже поднимется, это я уже точно знаю. Спустя 2 часа посмотрите, как выглядит моя закваска. Она опять заполнила всю баночку до самого-самого верха, пушистая, ароматная и готова к использованию. Тесто у меня постояло 2 часа, оно внешне никак не изменилось, я поставила чашку на весы и теперь туда добавим закваску. Для этого рецепта нам понадобится всего лишь 60 грамм закваски. Этот хлебушек небольшой, 60 грамм нам будет достаточно. Закваску вводим вот таким образом. Сначала слегка ее как бы размазываем пальцами по тесту и потом плавными движениями втираем как бы ее в тесто. Вымешиваем таким образом до тех пор, пока закваска полностью не распределится по всему тесту минуты 2-3. Снова накрываем тесто крышкой и оставляем тесто отдыхать на столе при комнатной температуре еще на час. А в это время я подкормлю остатки своей закваски. Снова сюда же в баночку я добавлю 1 столовую ложку с небольшой горкой муки и полную ложку воды комнатной температуры. Активно закваску перемешаю, поправлю снова резиночку, накрою ее крышкой и отправлю в холодильник прямо сразу. Дожидаться подъема закваски на данный момент больше не нужно. Если у вас еще нет закваски, но вы хотите ее вывести, у меня есть видео на канале, можете посмотреть, называется закваска без весов и без выбрасывания. Я также оставлю ссылочку в описании под видео. В это время тесто у меня уже постояло час. За час тесто не сильно изменилось, оно стало более гладким и там появились небольшие пузырьки. Ставлю чашку на весы и сейчас самое время добавить соль. Соль желательно брать мелкую, так она лучше растворяется. Здесь нам понадобится 7 грамм. Как я уже сказала, это тесто влажное, 75% влажности, поэтому соль в принципе растворяется без добавления воды очень хорошо. Я просто высыпаю соль мелкую на поверхность теста и перемешиваю вот такими вот движениями, как бы складывая тесто, обминая его, снова складывая и постепенно формируя такой небольшой шарик. Весь этот процесс втирания соли занимает тоже 2-3 минуты.
Многие спрашивают, можно ли добавить соль вместе с мукой и с водой в процессе замешивания. Соль влияет на развитие клейковины, поэтому раннее добавление соли может неблагоприятно сказаться на развитии клейковины, а значит и на структуре теста в дальнейшем. Соль у меня полностью растворилась, я накрываю крышкой тесто снова и оставляю его отдыхать еще на час при комнатной температуре. Час у меня уже прошел, тесто отдохнуло, стол нужно обязательно смочить водой или опрыскать водой, кому как удобно, и выкладываем тесто на стол. Если стол не смочить, то тесто очень сильно прилипает к столу и с ним будет очень тяжело работать. На данный момент мы делаем первое растягивание, для этого я тесто растянула в небольшой прямоугольник и концы сложила друг на друга. Потом снова растянула тесто, снова сложила пополам и снова немножко потянула края и снова сложила их друг на друга. И так их сворачиваем до тех пор, пока тесто не свернется в плотный такой небольшой шарик. Шарик сформирован, накрываем его нашей чашкой и оставляем снова отдохнуть на час. Час у меня уже прошел, тесто внешне не сильно изменилось, но на нем появились небольшие пузырьки. Еще раз опрыскиваем всю поверхность и теста, и стола водой. И на данный момент мы будем растягивать тесто еще больше. Растягиваем его в достаточно большой прямоугольник. Этот процесс называется ламинированием теста. Растягиваем его в тонкий-тонкий-тонкий пласт, очень аккуратно. На этом этапе тесто хорошо уже тянется, клейковина сформировалась. Аккуратными движениями подтягиваем со всех сторон так, чтобы не порвать тесто, но при этом растянуть его достаточно тонко. Ламинирование теста позволяет укрепить сеть клейковины, что приводит к более улучшенной структуре теста и позволяет хлебу подниматься выше и сохранять форму во время выпечки. А хорошая структура теста – это красивый и мягкий хлеб. Такой хлеб получается с большими красивыми воздушными карманами, с очень сложной красивой текстурой и очень приятным тягучим мякишем. Также ламинирование позволяет повысить прочность более влажного теста без чрезмерного замешивания, которое может быть липким и не очень приятным. Ну вот мы практически сформировали наше тесто, округляем его и еще раз подворачиваем в такой плотненький небольшой комочек. Дальше для расстойки я буду использовать стеклянную квадратную форму, она у меня примерно 20 на 20, опрыскиваю ее тоже водой. Так тесто будет меньше прилипать и его будет проще вынуть в дальнейшем. Перекладываю тесто в эту чашку, еще раз немножечко его подверну и оставлю его отдыхать в таком положении еще на час. Обязательно накрываем тесто либо пленкой, либо крышкой, чтобы тесто не заветрилось и не засохло. Час у меня уже прошел, посмотрите, как выглядит мое тесто, оно немножко увеличилось в объеме и покрылось пузырями. На данный момент тесту будем делать первое растягивание и складывание. Всего растягивания и складывания будем делать 4 раза каждые 30 минут. Для этого я руки смочила водой, потому что тесто, помните, очень липкое. И проталкиваю с двух сторон буквально по одному пальцу, даю тесту повиснуть на моих пальцах, складываю пополам, поворачиваю снова чашку и повторяю это движение несколько раз, до тех пор, пока чашка не повернется вокруг своей оси. Снова складываем, округляем тесто, укладываем его в серединку, делаем из него такой плотный комочек и оставляем отдыхать до следующего раза. Еще раз повторю, 4 складывания каждые 30 минут. Второе, третье складывание я показывать не буду, а вот сейчас у меня это уже 4-е складывание. Тесто заметно изменилось, оно стало более податливое, более тягучее. И складывание уже не занимает так много времени. Повторяем все те же самые движения, складываем тесто со всех сторон. Накрываем тесто пленкой и оставляем его отдыхать на 3 часа на общую ферментацию при комнатной температуре. В это время я подготовлю корзинку. Корзинку я уже присыпала рисовой мукой и слегка еще раз пройдусь по всем краям. Стол также обильно присыпаем мукой и выкладываем наше подготовленное тесто, которое подошло и увеличилось примерно, наверное, процентов на 30, на стол вот таким образом. Тесто хорошо отходит от стеклянной посуды, особенно если посуда была смочена водой. Тесто подхватываем снизу, сверху оно очень липкое, сверху его желательно не трогать. Подхватываем снизу и накладываем края как бы с нахлестом друг на друга. Формируем вот такую заготовку. И начиная сверху или снизу, кому как угодно, закручиваем заготовку достаточно плотно в небольшой рулетик. Тесто очень воздушное, наполненное воздухом, со всех сторон выскакивают пузыри, вы видите. Самые большие пузыри можно лопнуть. Все остальное, в принципе, трогать не нужно, потому что это воздушность вашего теста, а значит и это подъем и воздушность вашего хлеба. Края со всех сторон нужно закрыть с боков и сверху, и с другого бока также.
Тесто, несмотря на то, что оно очень влажное и очень мягкое, хорошо держит форму, и сверху, и снизу, где оно присыпано мукой, оно не прилипает. Большие пузыри, если вы видите на поверхности, снова вышли, тоже опять-таки можно лопнуть. Вот этот, например, я уберу, и вот здесь снизу. С таким влажным тестом проще всего работать, используя кондитерский металлический шпатель. У меня есть пластмассовые, они хорошо работают для обычного теста, но вот для теста на закваске больше всего подходит металлический, к нему меньше теста прилипает. Подхватываем этим шпателем и перекладываем тесто швом вверх в нашу корзинку. По необходимости, если вы видите пузыри, снова можно убрать пузыри с поверхности. Посмотрите, какое мягкое тесто, оно все дрожит. И занимает оно у меня примерно половину корзинки. Еще раз напомню, что этот хлебушек небольшой, где-то 600 грамм весом. Сверху я хлеб снова присыпаю мукой так, чтобы пленка не прилипла, накрываю его пищевой пленкой и оставлю его снова на расстойку при комнатной температуре еще на 30 минут. Через 30 минут тесто визуально никак не изменилось. На данный момент я его поставлю в холодильник. Температура в холодильнике 4-5 градусов по Цельсию. И стоять это тесто у меня будет в холодильнике 13-15 часов до утра. Тесто простояло всю ночь, и сейчас у меня раннее утро. Тесто я буду выпекать свой хлеб вот в такой кастрюле, это чугунная кастрюля, объем примерно 7 литров. Сейчас я ее поставлю в духовой шкаф и буду нагревать вместе с духовкой до температуры 230 градусов по Цельсию или 446 градусов по Фаренгейту. Моя духовка и кастрюля уже нагрелись и ждут, а хлеб я только что вытащила из холодильника, он все еще холодный. Вынимаем его из корзинки, посмотрим, как он выйдет. Хорошо вышел и не прилип, это хорошо. Стряхиваем с него лишнюю муку, убираем все либо кисточкой, либо рукой и делаем надрез. Надрез я делаю от одного края хлеба до другого по косой линии, погружая лезвие примерно на 1 см или чуть меньше. Проще всего надрезы делать именно лезвием, лезвие тонкое и очень острое, оно не тянет тесто и не рвет хлеб. Разрез важно доводить до конца, чтобы хлеб максимально раскрылся, насколько это возможно. Перекладываем хлеб в кастрюлю. Кастрюля, как я уже сказала, очень горячая. Сверху хлеб я всегда опрыскиваю немного водой, для того, чтобы добавить дополнительный пар. Закрываю его крышкой и убираю на выпекание на 230 градусов по Цельсию. И буду выпекать его 20 минут под крышкой, а потом я крышку сниму и еще буду допекать 10-15 минут до золотистого цвета. У меня прошло 20 минут с крышкой. Сейчас я крышку сниму, посмотрим, какой хлеб получился. Он очень хорошо поднялся и хорошо раскрылся. Снова закрою духовку и, как я уже сказала, буду допекать его еще 15 минут при той же самой температуре 230 градусов. Мой хлеб уже испекся. Посмотрите, какой красивый и румяный он получился. Очень хорошо поднялся. У него хороший подъем. Красивый и румяный. Все пузырьки на месте, блистерс на месте, корочка хорошая, хрустящая и получился красивый высокий гребень. Давайте посмотрим, что внутри. Корочка у этого хлеба хрустящая и тоненькая, а внутри он очень мягкий. Хлеб, кстати, не рекомендуется нарезать горячим, ему нужно дать остыть 2-3 часа, прежде чем его нарезать. И посмотрите, какой мякиш у этого хлеба получился. У этого хлеба получается очень сложный, красивый мякиш. Если туда всмотреться, они выглядят как такие небольшие сеточки, сплетения, внутри прям такая текстурная мякоть. Такой хлеб, конечно, это уже не обычный хлеб. Это хлеб для любителей текстуры, для ценителей. У него сложный вкус, сложный мякиш, красивый, приятный вид, очень приятная текстура, тягучий такой мякиш. Я лично на такой хлеб могу просто сидеть и часами смотреть, просто наслаждаясь его красотой. Еще раз повторюсь, что если вы хотите получить именно такой же результат, очень важно следовать всей рецептуре, всем шагам и всей технике, которые я показываю, а также температура. Очень важна температура брожения. И как всегда на все вопросы, если они у вас остались, я отвечаю внизу под этим видео в комментариях. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт и до встречи в новых видео.